Когда ВСУ освободит Крым? В Верховной Раде легализировали марихуану, и правда ли, что Орбан сдался? Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Украина получает европейскую помощь, но этим довольны, естественно, не все. У остальных тоже есть такая возможность в этой области. Мария Захарова снова ссорится с премьер-министром Армении. Я посоветую Министерству иностранных дел Российской Федерации взять трехстороннее заявление от 9 ноября и прочитать его, включая пункт 8. Армия обороны Израиля находит тоннели, которыми пользовалась верхушка Хамас. Мы обнаружили район, служивший базой для террористов. Спасибо, что смотрите, спасибо вам за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Это очень важно и совсем не сложно и быстро. Поехали. В Верховной Раде таки проголосовали за легализацию медицинского каннабиса. С третьего раза история длиной в несколько лет закончилась. Во всяком случае, пока. Закон не позволяет продавать наркотики, а имеется в виду лекарства на основе конопли. Возможность проводить научные исследования. Во втором полугодии 2024-го этот закон должен начать работать. Керченский мост оккупанты решили перекрыть, но это точно не из-за взрывов в Керчи. О взрывах сообщают местные паблики. Российские телеграм-каналы пишут о работе ПВО. В сети появляются фото с дымом, которые заметили после взрывов сразу. В российских телеграм-каналах теперь пишут о том, что в Керчи все спокойно. Ждем официальной информации, чтобы разобраться, что же все-таки происходит на оккупированном полуострове. Крым будет освобожден уже в следующем году, так считает министр обороны Украины. Он сказал об этом в интервью немецкому изданию Bild. Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель – вернуться к международно признанным границам. Мы в состоянии сделать это при поддержке партнеров. Нет никаких сомнений в том, что мы победим. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Конечно, это будет трудно без средств РЭБ, без дронов, без артиллерии, без снарядов. Это трудно, но мы не сдадимся. Мы будем сражаться дальше. Россияне сразу же на это отреагировали. Крымский гауляйтер не хочет лишаться своего места. Вот ребята, которые служат в вооруженных силах, правильно выполняют свою задачу поставленную. Так что все, двигаемся, никаких проблем не будет. И не слушайте этих фриков, этого Умерова и других там клоунов, там, в данном случае, которые там себя пытаются как-то ассоциировать с тем, что они могут вообще подумать, что они там что-то могут взять силовым способом Крым. Да ну, слушайте, там дырку им от бублика, а не Крым, и о себе они должны давно думать. Там, что они будут отвечать после пленения, соответственно, после капитуляции. Еще Умеров в интервью Bild говорит о мобилизации. Мол, тем украинцам, которые находятся за границей, следовало бы явиться в центре комплектации или хотя бы сверить данные. Но в Минобороны заявили, что журналисты немецкого издания сместили акценты и повестки за границей раздавать никто не будет. Россия срывает поставку истребителей для Украины. Дипломатическое давление на неназванную страну со стороны Российской Федерации заставило руководство этой страны изменить свое решение. Об этом рассказал директор украинской бронетехники. Тут нужно заметить, что речь идет только об одной стране. В целом процесс передачи истребителей, конечно же, никто остановить не сможет. Очень скоро представитель российского посольства в этой стране начал ходить с этим письмом и угрожать местным чиновникам, что Россия прикроет для этой страны какие-то проекты. В итоге сделка сорвалась, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители. Москва, а именно Мария Захарова, обвиняет Армению в несоблюдении договоренностей по Карабаху. К тому же в России очень огорчены тем, что Армения отдаляется, выходит из сферы влияния Москвы. Единственная цель и задача никаким образом не связана с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулированием последствий длительного, такого действительно десятилетиями идущего кризиса там, а это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку, вот, понимаете, взять какую-то еще одну антироссийскую высоту, закрепиться в очередной раз на антироссийских позициях где-то не в непосредственной близости от нашей страны. Не дать возможность реализоваться всему тому позитивному, конструктивному и, кстати говоря, очень эффективному, что было выработано под эгидой или при содействии, при посредничестве Российской Федерации. На эти заявления ответил премьер-министр Армении.
Ես Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության Я посоветую Министерству иностранных дел Российской Федерации взять трехстороннее заявление от 9 ноября и прочитать его, включая пункт 8. То есть, давайте отложим 9-й пункт, пусть прочитают до 8-го, посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. Иными словами, в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а в это время российские миротворцы должны скрываться. Я хотел бы еще раз обратить внимание на одно обстоятельство. Миротворческие войска Российской Федерации были направлены в Нагорный Карабах на основании решения Федерального собрания Российской Федерации. И в этом решении Федерального собрания написано, что миротворческие войска Российской Федерации находятся там для защиты гражданского населения. Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха? Украина получила последний транш в 1,5 миллиарда из общего пакета в 18 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии подтвердила перевод средств и подчеркнула необходимость достичь соглашения о дальнейшей поддержке Украины, которая необходима для восстановления страны. Раньше, я напомню, Еврокомиссия предложила выделить 50 миллиардов евро для Киева, но Венгрия на встрече лидеров стран ЕС заблокировала эту инициативу. К ней должны теперь вернуться в январе следующего года. Но премьер-министр Венгрии сейчас говорит, что ЕС может обойти вето Будапешта на выделение помощи, просто лишив страну права голоса. Об этом пишет Bloomberg. Это не вопрос того, что волю Венгрии можно обойти во многих областях. У остальных тоже есть такая возможность в этой области. Главная проблема Орбана теперь срок помощи, которая должна предоставляться Украине. Он говорит, что она должна быть на более короткий срок. Но это не все претензии Венгрии к Евросоюзу. Миграционные вопросы тоже волнуют Будапешт, который не согласен с новыми правилами. Я хотел бы заявить, что мы самым решительным образом отвергаем этот миграционный пакт. Никто не сможет заставить нас впустить кого-либо. В Венгрию могут въехать только те, кому мы хотим или разрешаем приехать и остаться здесь. Мы отвергаем этот миграционный пакт. Мы никого не впустим в страну против нашей воли. Ни Брюссель, ни кто-либо другой не может указывать нам, кого мы должны впускать в нашу страну. Мы самым решительным образом отказываемся быть наказанными за это. Это венгерское правительство, и власть над страной нам дал венгерский народ, а не брюссельская элита. Поэтому мы были бы очень признательны, если бы они держались подальше от этого. И было бы хорошо, если бы они не пытались навязать нам какие-либо принудительные миграционные меры, которые мы не можем принять. Как ни странно, но не все страны Европы, которым может угрожать миграционный кризис, против предлагаемого Евросоветом пакета изменений и обязательств касательно мигрантов. В Греции все в порядке. Я хотел бы выразить свое удовлетворение, поскольку мне только что сообщили, что на европейском уровне наконец-то достигнуто соглашение, важное европейское соглашение по вопросам убежища и миграции. Соглашение, в котором Греция была в авангарде, в котором учитываются как национальные особенности, так и особенности всех государств-членов Европейского Союза, расположенных на внешних границах. Важный европейский ответ на огромные национальные усилия по проведению строгой, но справедливой миграционной политики. Силы обороны Израиля обнаружили целую сеть подземной инфраструктуры, которую использовали боевики Хамас. Об этом говорит официальный представитель Цахал. Когда израильская армия действовала в районе лидеров Хамаса в центре города Газа, где находится политическое и военное руководство Хамаса, мы обнаружили район, служивший базой для террористов, которая располагалась в гражданских зданиях. С помощью наземных сил и на основе полученных ними разведданных под районным руководством мы обнаружили разветвленную сеть стратегических подземных баз, которые служили руководству Хамаса, которая регулярно использовала эти сети и в чрезвычайных ситуациях, а в начале войны 7 октября они управляли войной оттуда. Спикер Цахал также говорит о том, что благодаря этим туннелям руководство Хамас могли перемещаться почти по всей Газе. Израиль обвиняет боевиков в том, что они намеренно размещают туннели и другие объекты военной инфраструктуры среди мирных застроек, а мирных жителей они используют в качестве живого щита. Хамас, естественно, эти обвинения отвергает.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков и репостов. Как обычно, хочу знать все, что вы думаете. На этом все. До скорой встречи. Хороших вам новостей.